Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управляющий смысл существования Бога. Когда мы рассматриваем смысл существования Бога с точки зрения самого Бога, то прежде всего для Бога фактор его собственного существования заключается в том, что Он создал всю реальность и в том числе самого себя. Следовательно, Он существует как бы вне фактора восприятия человека о его существовании. То есть Он всегда изначально существует. Поэтому, когда он имеет такой фактор восприятия, то получается, что он воспринимает смысл собственного существования как смысл действия для человека, как бы ради которого он создал там внешнюю реальность, да, и самого себя. И получается, что фактор существования Бога с точки зрения уже человека заключается в том, что когда Бог смотрит на человека и, вообще говоря, в его душу, то он видит себя как уровень всеобщий для человека. Это дает ему возможность понять с точки зрения человека, опять же, что он существовал все время еще до того, как был рожден человек. То есть фактор человека – это есть фактор смысла существования Бога с точки зрения самого Бога. Поэтому получается, что когда мы рассматриваем в данном случае управляющий смысл, то создание Бога как бы вне человека, да, изначальное создание Бога, это есть уровень изначальной вечности, изначального уровня вечного развития для любого человека, потому что любого человека касается то, что было создано до него. И получается, что если вечность и вечное развитие, эти явления, эти структуры личности, в общем-то, эти структуры реальности были созданы до человека, то и при этом человек участвовал в виде своего свободного слова, кстати, как в своем создании, так и в создании внешней реальности, то получается, что он имеет готовый механизм для вечного развития. И этот вариант, он, в общем-то, колоссально важен для Бога с точки зрения развития человека. Когда мы рассматриваем фактор существования Бога с точки зрения человека уже, и смысл существования Бога с точки зрения человека, рассматриваем прежде всего фундаментальный личностный смысл человека, и мы рассматриваем, что вкладывает человек в смысл существования Бога, то мы видим, что для человека смыслом существования Бога является прежде всего вечная жизнь самого Бога с точки зрения духовного восприятия, потому что Бог вечен, и получается, что с этой точки зрения его смыслом существования является вечное развитие. И создание, значит, все более реальных условий для вечного развития человека. И когда мы рассматриваем такой подход к делу именно смыслового осмысления, так скажем, существования Бога, то мы видим, что смысл существования Бога для человека, он сходится со смыслом существования Бога для Бога уже в душе человека. То есть душа человека воспринимает сразу два одинаковых, в общем-то, смысла, и таким образом происходит идентификация души человека по отношению к Богу. То есть душа человека имеет свой собственный смысл существования вне структуры, в общем-то, даже развития личности. То есть изначально душа человека содержит все параметры смысла существования Бога. И когда душа это понимает, то получается, что личностный фактор человека, то есть когда человек лично осознает смысл существования Бога, то получается, что он становится таким, что он может, например, преодолеть именно человеческую сущность, ну, по заболеваниям, предположим, да, по неким неоптимальным событиям или по отрицательным событиям, и приблизиться к сущности Бога, потому что он понял его смысл с точки зрения человека. Ведь основная задача Бога, с точки зрения моего учения о Боге, это показать именно, как человек воспринимает существование Бога. То есть, какой смысл вкладывает человек в существование Бога с точки зрения управляющего, что ли, решения, управляющего мнения человека. Но здесь имеет значение достаточно существенное то, что человек должен ощутить смысл существования Бога по-человечески. Тогда он уже может считать, что это есть его. Да? Когда вы понимаете смысл явления, смысл вообще любой среды управления, то получается, что вы уже работаете осмысленно.
И с этой точки зрения смысл существования Бога для человека — это есть смысл точного управления. И при этом Бог дает знание о смысле, например, его собственного существования, таким образом, чтобы человек фактически как бы очеловечил эти знания. То есть он бы понял, что смысл существования Бога — это есть решение его личной задачи. Вот когда значит, человек лично для себя решит, что значит, есть смысл как бы вот всеобщего, да, существования Бога для решения его вопросов, Бог сделает так, что он будет иметь открытый всеобщий доступ. То есть всегда человек сможет открыто спросить у Бога, что в данной ситуации можно сделать, и получить прямое решение, то есть прямой ответ. И когда он выделит именно смысл, в общем-то, личный, то получается, что открывается свобода воли с точки зрения действия Бога и человека. То есть человек, видящий смысл существования Бога в его действиях, он открывает Богу, в общем-то, свободный путь для того, чтобы Бог ему помогал в каждом его действии. И исходя из этого, важно выделить именно уже человеческий смысл существования Бога. Ну, то есть, поставив, в общем-то, достаточно абстрактные логические вопросы для человека, предположим, вот просто идет ну, некий человек там, по улице, да, и вот ему задают вопрос, вот, есть ли для данного человека смысл существования Бога, то ответ на данный вопрос должен быть исключительно такой, что это и есть смысл жизни данного человека. С точки зрения Бога такой должен быть, в общем-то, человек в идеальной форме, да, всеобщего развития. Тогда получается, что смысл его существования — это и есть жизнь. Но логически же понятно, что человек, созданный Богом, он стремится к первичному смыслу. То есть он стремится к тому, что для него смысл существования Бога — это есть он сам, созданный изначально Богом, с точки зрения просто логики данного человека. Но когда мы начинаем анализировать именно структуру управления, где есть вибрация, например, духа, да, действие души в плане создания человека, самого человека, то мы попадаем в область, которая относится к области, ну, в общем-то, достаточно уникальной, что ли, в понимании, потому что, как правило, есть система, ну, скажем так, да, управления, где Бог изначально существует или Он, например, действует, но когда мы задаемся уровнем понимания смысла, в чем смысл, да, например, существования Бога для человека, то мы попадаем в структуру, где Бог, в общем-то, так скажем, еще не создался с точки зрения человека. То есть человек, если может поставить такой вопрос, например, как будто бы перед человеком есть выбор, да, что он, например, может лично решить, значит, есть ли для него смысл существования Бога, или, например, в чем данный смысл, или, например, ну, как бы данного смысла для человека, предположим, если рассматривать такой вопрос, как нет, да, ведь все-таки есть атеистические течения, где ясно сказано, что, или там, ну, другого типа, да, различные течения, где отрицается смысл существования. Но я ведь не зря поставил лекционный данный план именно так, что смысл существования, а не само существование. Потому что само существование изначально для каждого человека это априори ясно его собственным существованием. Так вот, когда мы рассматриваем понятие смысла, то прежде всего мы должны здесь понять, как прийти к Богу через понимание его смысла для ваших личных действий. И вот когда мы попадаем в эту сферу, казалось бы, ту сферу, где Бог еще, например, да, не самовоссоздался, то получается мы можем иметь внешнюю систему наблюдения за Богом. То есть Бог там полностью открыт для человека. Область, где Он еще не самовоссоздался. Но мы тогда попадаем в очень понятную для человека сферу, что все есть Бог, в том числе и эта точка зрения. И когда Он нам эту точку зрения показывает, мы видим совершенно открытую и доступную систему для всех людей. То есть, например, рассмотрим процесс, как люди, ну, становились, например, святыми. Да?
Это внешнее свечение, то, что над человеком, то, что вне области человека, свечение внешнее. То же самое существует свечение возле физического тела единого Бога. И это свечение означает уровень всеобщности любой точки познания. То есть там, где, например, мы рассматриваем, скажем, область, предположим, такую, хотим посмотреть на область там, где Бога нет, да, но это и есть свечение вне Бога. Просто физическое тело единого Бога находится в другом месте. И отсюда мы можем понять, почему атеистические системы, которые как бы отрицали, как бы даже в принципе, да, существование Бога, они рассматривали прежде всего элементы физических явлений, то есть, в общем-то, рассматривали самого Бога с точки зрения следственных реализаций. Но при этом не рассматривали фундаментальную систему, например, как это делается в богословии, например, скажем, действия Бога. В данном случае я затрагиваю вопрос, в общем-то, он во многом, видимо, достаточно новый в звучании, но он касается именно задачи действия, получения реального действия любым, например, в общем-то, тем человеком, который, может быть, не обязательно сомневается, но, возможно, он хочет сделать управление, которое, скажем, должно получиться быстро, но он должен сделать это осознанно, тогда он должен понять смысл явления. И вот, чтобы явление было понятным для человека, он должен, естественно, все-таки рассмотреть, что есть вообще вот этот вопрос сам по себе, смысл существования Бога, когда изначально он уже существует. И получается, вопрос задается чисто на человеческом факторе найти смысл как бы в любом явлении. Бог дал право человеку искать смысл в любом явлении. От того, что человек найдет, например, свой собственный смысл существования Бога, от этого для Бога, в общем-то, по сути, ничего не изменится. Он как был Бог, так он Бог и остается. Другой вопрос, что как человек может этот смысл найти для самого себя, например, да, и как он сможет этот смысл применить для, предположим, всеобщего спасения. Ведь если смысл существования Бога для каждого — это в его личном спасении и в спасении всеобщем, то получается, Бог — это есть движущая сила с точки зрения восприятия человека, которая показывает путь одновременного спасения. Но тогда получается, что здесь есть некая динамика, то есть Бог вечный и Бог всеобщий, Он присутствует во всех явлениях жизни человека таким образом, что Он осмысливает в том числе вместе с человеком любой процесс реальности. И Бог становится более понятен и более доступен так же, как другой человек. И вот когда мы переходим на эту точку зрения, то мы видим Бога как другого человека. И в этом плане нахождение смысла — это есть, например, смысл поддержания контакта с каким-то человеком. Да? И получается, человек видит свою собственную свободу действий там, где он как бы действует самостоятельно. Получается, что самостоятельный уровень действия человека — это есть по сравнению с тем, как человек взаимодействует с человеком, это есть уровень его собственного решения. То есть если он считает, что он может построить сам, а не на основе божественного помысла, то он может взять и построить руками, но это его личное решение. И получается, все следственные системы, которые созданы самим человеком, это есть решение, которое принимает человек с точки зрения контакта, опять же, с Богом. Если человек по отношению, например, к другому человеку может сказать, что необходимости контакта нет, или он будет продолжен в будущем, или какие-то другие отношения, то по отношению, например, к Богу, его следующее действие — это есть действие осмысленное в том плане, что он должен все-таки по его душе показать божественное действие, но, получается, вне действия Бога. Предположим, человек может попросить, и к нему все придет, да? Манна небесная, например. Но, с другой стороны, он может сделать сам. Так вот, когда он делает сам, он попадает в структуру управления, где оказывается в ситуации схожей с той ситуацией, в которой был сам Бог, когда он еще не был создан. По аналогии просто логических структур сознания. И тогда получается, что Бог, который еще не был создан, он же где-то в этот момент находился. То есть с точки зрения восприятия человека,
это есть место. В этом плане и мы видим, как произошло вообще пространство. Пространство, где есть место действию человека. И когда вы видите данный, так скажем, параметр управления, вся оптическая среда управления становится совершенно однообразной. То есть возникает просто мощный уровень оптического свечения, который, в общем-то, приводит к тому, что вы можете формировать любую реальность до фактора своего создания, до фактора, в общем-то, своего появления вообще в любой реальности. А следовательно, вы можете перед собой создать любую реальность, то есть любой созидательный только, конечно, мир. И получается, что данная методология позволяет выделить тот фрагмент пространства, когда масса управления, как бы, да, оптическая, она совершенно нейтральна. Можете лепить, что захотите с этой массы. Потому что у вас в данной системе управления, получается, в полной мере, так скажем, нет, вы находитесь вне системы своего создания, и, соответственно, вы можете эту систему перенести перед как бы собой в будущие какие-то элементы, пусть даже дискретные, небольшие, и создать любой объем информации так же, как это сделал Бог. Тогда возникает вариант именно смысла существования Бога для самого Бога с точки зрения передачи знаний о Нем самом. Ведь рассмотрим мы какую-то простую как бы историю, что есть два, например, там, растущих человека, которые рассуждают о том, что есть смысл, да, по сути, в этой жизни, и получается, что смысл, например, существования Бога для них, он относится к перечню, в общем-то, одного, может быть, из вопросов. Ясно, что сознание человека устроено так, что он может, человек, обсуждать каждый вопрос, ну, например, там, на одинаковых условиях. То есть смысл того, как значит, развивается там, цивилизация, там, смысл роста растения в данном месте, да, смысл, почему камешек лежит в конкретном месте и так далее. Но когда мы ставим вопрос о смысле существования Бога, мы выделяем конкретно одного человека, потому что мир для данного человека существует изначально потому, что Бог его создал. То есть если все другие явления могут быть осмыслены сразу двумя людьми, то смысл первично всегда личностный смысл. И когда человек, например, задает такой вопрос, то он, в общем-то, задает вопрос больше с точки зрения того, как вообще осмыслить, вообще говоря, любые, да, например, там, атеистические точки зрения, которые исключают существование Бога и так далее. И, то есть этот уровень как бы больше всего направлен на то, чтобы человек, который хочет спасти цивилизацию, значит, воспринял, ну, как бы управляющие именно такие точки зрения, которые вообще возможны, вот, вообще в принципе возможны, и мог бы на них ответить с точки зрения управления. И когда человек как автономная система, скажем, думает, что он может находиться вне действия Бога, вне, например, помысла Бога, то для него такой вопрос может стать. Например, и он должен ответить, что смыслом существования Бога является его собственный, например, смысл жизни. Это так желательно с точки зрения самого Бога. Но когда мы смотрим на это логически, то ясно, что если есть для человека Бог, то человек имеет действительно смысл вечной жизни в своем развитии. И получается, что мы вполне можем прийти к тому, что, в общем-то, для человека существует, в общем-то, только один вариант. Он заключается в том, что основной смысл, так скажем, существования Бога для человека — это есть вечное развитие, но это как бы такой прагматичный, что ли, смысл. То есть человек может логически выбрать существование Бога, создать такой элемент коллективной реальности, что коли уж есть Бог, который развивается вечно, и вечно существует, то получается, что для тех, кто хочет жить вечно, Бог имеет смысл, да, существования.
И получается, как бы с точки зрения логики мы имеем здесь такую конструкцию. Одно дело, когда мы отвечаем на вопрос, например, атеистов, с точки зрения смысла, например, атеист, отрицающий существование Бога, может прийти к тому, что есть смысл в его существовании, если он поймет, что таким действием он может достичь, например, там, выздоровления, там, вечного развития, а в общем-то дальше, как только он начинает практиковать, он понимает, что Бог это ему дал, то есть он вот начинает видеть Бога, да, как-то глаза у него открываются. То есть структурой, в общем-то, данного уровня моего учения о Боге является то, что человек должен лично, почему для себя решить, потому что тогда он сможет передать, вообще говоря, любому человеку. То есть когда для человека есть смысл в каком-то явлении, да, в каком-то процессе, то ведь человек все-таки достаточно унифицированный уровень в реальности. То есть люди там имеют одинаковые тела и так далее. И поэтому, как только для одного есть смысл, всеобщий причем смысл, то ясно, что это есть вера, да, это есть убежденность. И более того, он сможет убедить другого человека, ну, даже того, кто, например, там, отрицает, да, даже, например, скажем, тот уровень, который соответствует, ну, противоположному уровню. Есть различные уровни реальности, там есть такие течения, как, предположим, ну, например, течение, значит, противодействующее изначально уровню логики, например, да, в распространении учения о Боге и так далее. То есть есть разные уровни, которые, в общем-то, пытаются сбить контакт Бога и человека. И если человек имеет смысл существования Бога, тогда его нельзя сбить, как бы в логике, да, поведения. Поэтому, когда человек находит свой собственный смысл, то прежде всего надо увидеть, что человек должен иметь всеобщий смысл существования Бога. То есть Бог существует для всех. Когда он это начинает видеть, он начинает видеть, что Бог дает каждому, и он начинает понимать, как другому помочь. И здесь логически это достаточно ясно. Данная технология, она, в общем-то, по моей структуре управления направлена на то, что когда человек, например, хочет увидеть, ну, например, как другого научить вечно жить, предположим, то он должен видеть, что ему Бог вообще дает с точки зрения этих знаний. А тогда, вообще говоря, знания воспринимаются другим человеком, если имеют хоть какой-то для него смысл. Если они не имеют, они, как правило, не воспринимаются, по крайней мере, там, в прямой форме. И получается, чтобы логически научить человека жить вечно на уровне системных технологий, это должно быть осмысленное действие человека. И когда он это видит, он видит в том числе то, как ему помогает другой человек, опять же, через смысл существования Бога уже во всеобщем проявлении, с точки зрения, например, там, вечного развития. Но смысл существования Бога с точки зрения человека, как бы прагматический, так скажем, смысл, может быть заключен в том, что человек, который, в общем-то, нуждается, да, в том, что должна быть какая-то возле него информация или совершать какие-то действия, вполне может рассмотреть процесс, что значит, следующий уровень пространства, вообще, в общем-то, все пространство, это есть действие Бога. То есть, следовательно, смысл существования, он уже совершен. Бог создал пространство, Бог создал людей, и получается, смысл заключается в том, что уже мир, созданный Богом, есть, и здесь получается как бы вопрос о смысле, он в таком в прямом понимании не стоит. То есть смысл в том, что все это уже есть. Мы на уровне логики выходим на уровень как бы той структуры восприятия, где можем вполне сказать, что в мышлении существуют также такие процессы, которые существуют как бы априори, да, до опыта. То есть мы можем сказать, что значит, как можно рассуждать над тем смыслом, который уже есть. То есть есть Земля, есть воздух, например. В чем смысл данного существования? Ну, логически понятно, там, чтобы человек дышал воздухом, например, да, и ходил по земле. Но
это будет только логический смысл. А фундаментальный смысл с точки зрения человека, он по аналогии такой же, вот смысл существования Земли, да, с точки зрения человека. Так вот, ну, для того, чтобы человек жил, тогда возникает вопрос смысла существования человека. Нет Земли, значит, получается, человек может быть, например, уничтожен, да, если нет другого носителя. Получается, что есть структуры, которые существуют в очень плотной взаимосвязи. Человек и Земля, где он может жить, например, да? Также человек и Бог, который также неразделим с человеком с точки зрения его смыслового уровня. Есть безусловный уровень, который, в общем-то, как бы не обсуждается, и он не анализируется на логической фазе сознания. Потому что тогда мы приходим к другому уровню понимания, это уровень там, смысла жизни человека. Но смысл жизни человека вполне может состоять в вечном развитии, да, конкретного человека. Более того, когда он находит для себя смысл существования Бога для него с точки зрения уже прикладного, да, скажем, аспекта вечного развития, то здесь возникает как раз-таки вот именно управляющий основной момент, который говорит о том, что для человека основной смысл существования Бога именно в том, чтобы человек мог также развиваться вечно. И получается, что смысл жизни человека здесь, в общем-то, коррелируется с тем, что Бог ему посылает осмысление данного процесса, например, там, процесса вечного развития, в уровень постижения как бы, собственного смысла бытия. Потому что когда мы отвечаем на вопрос именно бытия с точки зрения, в общем-то, обычного сознания, даже нельзя сказать, что мы можем ставить какие-то, например, там, длительные идеалы для реализации, но каждый человек в своей повседневной практике должен все равно так или иначе отвечать на вопрос своего собственного бытия, то есть смысл, например, да, его собственного существования. Вот для чего существует человек с точки зрения Бога, если вот так задастся вопрос, то получается, что с точки зрения Бога, значит, в общем-то, человек существует потому, что есть Бог. То есть Бог, создавший человека, Он заложил изначальный смысл существования, как бы привязав его к своему собственному смыслу. То есть Бог создал себя и создал, например, людей по образу и подобию. И получается, что значит, его собственный смысл существования Бога — это и есть смысл существования человека с точки зрения Бога, по аналогии. Поэтому, когда Бог задает себе вопрос, например, а смысл существования людей, да, в чем он состоит, то он приходит опять к самому себе. Также и человек, когда он ставит вопрос смысла существования Бога, он все равно приходит к самому себе. И когда мы здесь ставим позицию, вообще говоря, организации реальности, потому что понятие смысла — это есть уровень, вообще говоря, первичный. Смысл — это есть явление как бы вне действия. Мы находим как бы внешнюю причину, да, по отношению к событию, именно смысловую причину. Получается, что когда мы начинаем рассуждать таким образом, то, например, процессы воскрешения, процессы там, излечения от, например, каких-то сложных заболеваний, это есть процесс определения места человека по отношению к Богу и при этом в том месте, где Бог придал смысл существования. То есть Бог дал данные, что человек в этом месте, он здоров и имеет, например, ну, какие-то данные по вечному развитию, например, знания. И если человек этого смысла не понимает, он может иметь, ну, например, там, заболевание. Следовательно, технология управления заключается в том, чтобы понять смысл, например, да, собственного существования человека, собственной жизни человека с точки зрения того, какой смысл вложил Бог. В данном случае, ну, скажем так, что хочет от него Бог, какая система в его будущих событиях, в реализации данного человека. А когда мы понимаем смысл, мы понимаем все-таки и душой, и телом, и духом одновременно. Поэтому понятие смысла — это есть понятие максимального действия с точки зрения объединения различных структур управления. А в данном случае мы пришли к тому, что мы управляем от души Бога, от сущности Бога. Ведь проявление человека, например, да, в обществе, и вообще человек — это есть
действие все-таки Бога и проявление Бога. Поэтому я говорю о том, что тело, например, да, душа, дух — это есть система управления, например, с точки зрения вечного развития, но система управления Бога. Ведь Бог присутствует в человеке, в его действии, например, да? И получается, что когда вы хотите видеть осознанное, то есть логическое действие Бога, понимать его и, значит, делать одновременно с Богом, то есть делать правильно, соответственно, значит, да, например, вечно жить, ну, например, не болеть, вы должны видеть смысл с точки зрения и Бога, и человека. То есть вы должны видеть как бы макросмысл той фазы сознания, в общем-то, которая еще может быть не построена. Вот здесь обратите внимание, фаза сознания, которая не построена, как правило, это перечень, например, каких-то ну, будущих событий, сознания и Бога, и человека. Сознание Бога содержит структуру реальности. Если для человека это, возможно, внешнее событие, для Бога это есть событие реальное, действительное. Поэтому, когда мы рассматриваем соединение сознания Бога и сознания человека, мы видим, каким образом мы можем, например, строить слова, каким образом мы можем, например, делать ну, какие-то системы знаний, которые бы содержали одновременно и сознание Бога, и человека. Предположим, можно рассмотреть чертеж, который построил просто человек, да, в фазе, как я сказал, собственного развития, там, где он попадает в ту фазу, где он еще, вообще говоря, не создан. Или мы смотрим на чертеж, где есть сознание и Бога, и человека, тогда машина, которая происходит с этого чертежа, она уже не сможет уничтожить человека, потому что человек в данном случае действует вместе с сознанием Бога. И получается, что мы можем, вообще говоря, скажем, ответить даже логически на этот вопрос, когда мы видим, что для человека, который строит этот чертеж, например, он его создает для какой-то, например, машины или здания, неважно для чего, он видит свой собственный смысл в действии таким образом, что действие, например, Бога в данном случае проявлено, то есть он видит смысл существования Бога еще и в том, что Бог ему здесь помогает. Не обязательно это чертеж, это может быть восстановление здоровья другому человеку. Как сделать так, чтобы восстановить фрагмент да, какой-то или структуру клетки, чтобы клетка была вечной. Если достичь того, что вы сможете одну клетку человека сделать вечной, то человек же, получается, не умирает, если сохранена хотя бы одна клетка в его организме, вечная. И, следовательно, мы вполне можем, в общем-то, здесь по аналогии строить такие, ну, как бы модели управления, да, в своем сознании, когда смысл существования Бога для человека — это делать так, чтобы развитие человека было вечным, как с точки зрения взаимодействия сознания Бога и сознания человека, так и с точки зрения того, чтобы сознание, например, Бога настолько было приближено к человеку, что возник бы общий спектр сознания, где не существует понятия, предположим, отсутствия существования Бога или человека. Ведь отсутствие существования человека для, например, Бога заключается в другом уровне сознания человека. А отсутствие существования Бога для человека может также восприниматься таким образом, что человек просто каким-то образом искусственно делает сознание свое сжатым. То есть он считает, что, например, как атеисты считают, что, значит, только существует локально-материальная система. То есть он просто сжимает сознание усилием воли, и все. И получается, что если мы имеем неразрывную связь сознания Бога и человека, то мы уже, вообще говоря, не находим такой постановки вопроса, как смысл существования Бога. То есть Бог существует изначально и всегда с человеком. Человек начинает его видеть. И более того, видеть Бога — это его естественное состояние. И когда человек уже, например, начинает видеть Бога в своем естественном состоянии, то его смыслом является жизнь вместе с Богом.
смыслом действия человека. То есть получается, что когда он, в общем-то, исключает вот этот как бы вопрос, в общем-то, своим единением, да, именно с сознанием Бога, в данном случае надо выделить специальный фактор, сознанием Бога, где любое явление — это есть явление, проявленное для Бога. Это есть явление изначально такое же, как для человека, например, часть его тела, там, палец. А для Бога любое явление воспринимается так же. Даже мысль человека также воспринимается. И вот с точки зрения дифференциации человека, да, от других явлений реальности, смысл существования человека — это есть подобие Богу. Он сразу видит человека, то есть для Бога восприятие таково, что он изначально видит только людей. И если он прикладывает волевое усилие, он начинает видеть другие системы, ну, реальности, да, с точки зрения, опять же, сознания человека. И отсюда получается, что возле людей формируется структура там, внешнего мира. То есть мир, другой мир очень подвижен. В тот момент, как структура вечности по отношению, например, к человеку, она такая же. То есть Бог видит однотипные системы в действии. Человек стремится к вечному развитию. И исходя из этого, так как Бог, он изначально все равно вечен, то смысл существования Бога для Него самого, для Бога, заключается в том, чтобы человек воспринимал Его близко, ну, например, там, как друга, то есть он бы мог воспринимать Его таким, какой Он реально есть, Бог. То есть это есть исключительно только любовь, идущая к человеку, да, это есть любовь, которая не может, например, разрушать. То есть как только человек начинает воспринимать истинный уровень Бога, истинное Его состояние, истинный смысл Его существования для человека уже, тогда весь мир становится, ну, в общем-то, как бы в свое русло, да, так скажем, не происходит смертей, разрушений и так далее. То есть как бы человек снимает некие там искажающие очки и видит, что Бог-то он и никогда-то, в общем-то, и не разрушал. Получается, что тогда, кстати, возникает именно вариант всеобщего воскрешения. Именно в этом состоянии, в общем-то, тела, духа и души человека. Но сознание — это есть внешний контролирующий орган. Это есть смысл существования человека с точки зрения Бога по вечному логическому развитию человека. То есть в логику человека должно быть заложено с точки зрения Бога, в общем-то, то, что он имеет бесконечный путь развития на уровне просто логики. Вот человек, который встречается с различными явлениями реальности, он должен логически понимать, что он имеет перспективы вечного развития не только как бы в виде неких идеальных или умозрительных перспектив, а что это реальность. Как только он начинает это постигать, ну, например, там, системами дистанционного управления, системами достижения результатов там, по регенерации ткани, то есть какими-то, может быть, даже сначала небольшими системами управления, то здесь дальше видно, что Бог открывает ему свое собственное лицо. То есть он показывает, что он по сути, в общем-то, ну, как бы биологической сути, он неотличим от человека. А разница только в том, что он Бог. И когда вы начинаете, предположим, здесь анализировать ситуацию уже о смысле существования Бога, да, с точки зрения человека, о дальнейшем смысле, ведь человек свободен, он возьмет и задаст там через бесконечное время опять, например, вопрос. А смысл, как бы, ну, например, дальнейшего существования Бога, да, в тот момент, когда человек освоил, например, систему управления, он может жить вечно, но ответ достаточно логически простой. Ведь та реальность, в которой существует человек, это и есть реальность Бога, он ее создал. То есть без Бога человеку все равно не обойтись. Любая система реальности — это и есть реальность, созданная Богом. Следовательно, при бесконечном развитии смысл существования Бога будет такой же, как сейчас, в текущий момент развития. Пусть, например, происходит там миллиарды лет развития, ну, даже одного человека,
мы все равно сталкиваемся с ситуацией, что человек-то развивался все это время в среде, созданной Богом. И вот здесь возникает тогда принципиальный вопрос. То есть человек может задавать совершенно разные, там, предположим, вопросы такого типа, что смысл существования Бога там, или его как бы признание какого-то особого смысла, а дело как бы по сути не меняется. Он все равно живет в пространстве, значит, именно созданном Богом. И получается, что здесь возникает, ну, как бы вопрос права, в общем-то, и свободы выбора человека. Тогда получается, что свобода выбора, она и заключается именно в том, чтобы уметь совместно с Богом, значит, находиться в области до своего создания. Если вы попадаете в область до своего создания, до, вообще говоря, создания, да, всей реальности, до уровня, там, например, самого создания Бога, то получается, что смысл и Бога, и человека, да, заключается именно в сотворении, например, там, мира, в сотворении реальности. Как только человек видит, что его действие — это есть действие изначально такое же, как и действие, ну, которое, да, закладывал Бог сам, то получается, что хотя он живет в реальности, созданной Богом, то есть любой элемент реальности — это есть реальность, изначально созданная Богом, тем не менее получается, что его как бы локальная реальность, то есть он создал там молекулу, человек своим управлением, да, или там вырастил орган, или кого-то, например, вылечил или там воскресил, то это реальность, его собственная реальность, которая направлена на то, чтобы постижением действия, ну, такого же, как действие Бога, понять смысл существования Бога для человека именно в плане, в общем-то, всеобщем. То есть человек должен увидеть, значит, строя, например, да, бесконечный мир, он должен увидеть, что, в общем-то, первоочередной смысл его действий — это есть смысл доказательства существования Бога. Для других, кто так не делает, в первую очередь, например, да, тогда другие, увидев там созидательный мир, они как бы понимают, что надо логически на осмысленном факторе подходить к этому явлению, начинают делать так же. И получается, что с точки зрения, например, ну, там, абстрактно-бытового сознания, мы имеем технологию, которая построена на том, что человек, который, например, задается таким вопросом, как смысл существования Бога, с точки зрения человека, он прежде всего должен, ну, как бы, как критериально, что ли, правильно понимать, что такой вопрос может быть задан только для того, чтобы перевести, например, на сторону, например, вечного развития тех людей, которые думают, что, ну, как бы они живут автономно. То есть, ну, предположим, атеисты или те, кто имеет какие-то философские системы управления, которые не включают существование Бога. Тогда, доказав наличие смысла существования Бога для человека, мы приводим таких людей к тому, что человек начинает работать от уровня уже Бога. То есть он начинает делать так, как делает Бог, и, соответственно, начинает жить вечно. Но все-таки мы используем все-таки механизм осмысления. Мы показываем, что, значит, для человека есть смысл в существовании Бога, и когда мы показываем следующий уровень управления, например, для человека вообще есть смысл в вечном существовании Бога, потому что тогда и человек будет вечно существовать. И когда мы, например, приходим к такому уровню, мы видим, что это не противоречит, в общем-то, системе познания или смысловому уровню, или уровню осмысления любого человека. То есть здесь мы должны очень четко показать, что уровень, например, управления с точки зрения понимания смысла существования Бога для человека, ведь есть еще другой уровень. Человек абсолютно убежден, что Бог существует, но, например, в чем текущий смысл его существования сейчас, да? То есть вообще для чего Бог поставил так реальность, что, значит, человек, например,
предположим, в этой реальности должен совершить какие-то действия. И получается, что с этой точки зрения смыслом, например, существования Бога является его следующее действие. То есть смысл находится в следующем действии. Ведь если есть следующее действие, то есть Бог, создавший весь мир. И получается, если только человек, например, как бы начинает думать о смысле как таковом, то он, абстрагируясь, приходит, вообще говоря, в неопределенную систему реальности. То есть туда, где нет, вообще говоря, каких-либо событий и масса информации, она нейтральна. Но если он видит смысл существования Бога в том, что значит, это есть действие, направленное, например, да, на решение вопросов, там, на вечное развитие, то он как бы поступает несколько прагматично и получает, например, там, какой-то механизм управления. Но если он видит смысл существования Бога с точки зрения того, как Бог видит собственный смысл существования, то он опять попадает в структуру взаимодействия с сознанием Бога. То есть он, например, когда не ставит человеческий вопрос, он переходит на структуру божественного действия, действия, идущего от Бога. С этой точки зрения он должен просто уметь воспринимать сигнал, как вообще Бог видит смысл своего собственного существования в данном аспекте времени и места. А здесь получается, что ведь Бог может дать человеку осознание того, что в данном месте он, например, проявлен, да, а может и не дать. И получается, что если человек, предположим, имеет структуру, как бы такое восприятие, что Бог ему, например, дает управление, которое, например, там, спасает человека или там, цивилизацию, то получается, что для Бога это действие осмысленно, и человек продолжает жить, там, цивилизация продолжает развиваться. Но ведь изначально Бог же так устроен, что он никогда цивилизацию не разрушит. И он, в общем-то, так построил события, что тот человек, который видит, что Бог не разрушает, он не разрушается. Поэтому получается, что для вечной жизни человека необходимо, чтобы смысл существования Бога с точки зрения Бога был проявлен для человека. И именно существование может быть даже не в плане там, души Бога, личностного уровня, а смысл, вот почему Бог существует в этой форме перед человеком. Можно ведь и так поставить вопрос. Тогда, как только человек там, воспримет сигнал от некого растущего там, растения даже по форме и получит уже знание от Бога, тогда с точки зрения Бога понятен смысл, почему Он проявил структуру своего существования в такой форме перед человеком. То есть Бог дает, по сути, изначально максимально глубокое действие на любом объекте информации. То есть крона дерева может быть информацией, которая идет от смысла существования Бога, значит, в этом месте с точки зрения Бога самого. Поэтому внешние элементы реальности могут быть элементами именно фундаментального смысла существования Бога с точки зрения самого Бога. Когда вы видите эти элементы, то вы убеждаетесь в том, что Бог, Он изначально выбрал смысл вечного существования, сам причем выбрал. Ведь Бог имел же право выбрать любую структуру развития. И поэтому Он сознательно выбрал, потому что Он увидел свой собственный смысл в вечном существовании для людей, где люди, имеющие фактор свободы, да, независимого развития, будут нуждаться в бесконечном развитии, какими-то пользоваться, может быть, элементами управления и, в общем-то, будут хотеть познать следующий уровень развития, и тогда, получается, Бог создал для самого себя смысл своего собственного вечного существования, потому что Он создал людей, которые имеют возможность развиваться вечно. И, следовательно, когда мы понимаем, что есть осознанное действие Создателя по своему вечному развитию, то возникает достаточно серьезная мера ответственности по тому, чтобы поддерживать данное решение. Одно дело, есть Бог, который изначально был создан, да, и другое дело, когда
это его осмысленное решение. Он избрал смысл своего собственного вечного развития. В прикладном аспекте данной технологии старайтесь работать над смыслом, ну, так, как я показал. То есть я показал только некоторые грани данного вопроса. В дальнейшем данный уровень управления используйте для того, чтобы углубить и детализировать вопрос. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.